Друзья, всем привет! Сегодня говорим на такие темы. Когда можно будет приехать в Испанию как турист? Политическое убежище для белорусов. Работа в Испании. Как взять квартиру в ипотеку и что делать при отказе на ВНЖ. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале самая ценная информация и самое главное, та информация, которую вы сами просите, вы пишете ваши вопросы в комментариях. Я ищу специалиста, самого лучшего специалиста в Испании. Я уже их почти всех нашел. Один из них — это адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов, который к тому же и говорит по-русски. И он адвокат, испанский адвокат с лицензией и все как полагается, и с мантией черной. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и будет всем счастье. Итак, Диана задает вопрос. Марьяна, большое спасибо за сегодняшний вечер. Я забыл поздороваться. Я в роль вошел. Да, в роль. Здравствуйте. Когда можно будет приехать в Испанию как турист? Вот Диана спрашивает. Когда откроют границы для туристов? Когда будет вакцинация? Сказали же, в России вакцину уже придумали. Давайте ее сюда. Вы продаете нам эти вакцины, и тогда сможете, пока вы не получили ваши знаменитые вакцинации. Это будет трудно ответить, потому что Испания сейчас имеет большое количество инфекций по сравнению с другими странами в Европе. И у нас есть на сегодняшний день есть только, по-моему, 15 стран, которые позволяют приезжать. Южная Корея, Австралия, пару стран из Африки, Тунизия и остальные запрет не могут, пока не улучшится ситуация. Поэтому неизвестно. Мы страдаем, потому что мы живем, особенно тут по берегу, по Коста-Бланка, благодаря туристов и их денег. Государство в Мадриде решило, что есть запрет, и туристы не могут пока не улучшиться. Я думаю, это минимум. Посмотрим до Пасха. Это будет через полгода. Посмотрим в Пасху. Это минимум. Минимум, я думаю, кто знает, потому что говорят, что есть вторая волна сейчас начинается, вторая волна инфекции. Я вот по телевизору видел, Мадрид сейчас занимает первое место по всей Европе по росту заболеваемости. И через 3 дня говорят, что некоторые районы в Мадриде будут опять закрывать. Конфинамент. Карантин закрыть. Да. А как-то, может, я не понимаю, как-то на карантин закрыть некоторые районы? Это как? Это да, есть тоже спорит политика, что надо все закрыть. Они уже говорят, что так как южная сторона Мадрида, там есть больше инфекций, будут только эту сторону Мадрида, чтобы остальное могло пойти на работу, поехать на работу и так далее. Посмотрим. Неизвестно. Во всяком случае, чтобы каждый должен просто это осознавать и меньше общаться, меньше ходить в какие-то общественные места. Там говорят носить маску, значит, мойте руки, носите маски. Да, это, конечно, как дети население виновато, конечно, это мы виноваты, не государство. Мы не следим за нормами, и поэтому есть больше инфекций. Есть люди, которые считают, что все эти маски, чтобы, не знаю, там, мировое правительство, в общем, всякую ересь. Но я понимаю, у людей там раздражение на лице от этой маски. Все, надо вытерпеть как-то. Видите, вот какая ситуация. Надо, хоть как-то остановить. Не 100% она защищает маска. Хоть как-то защищает. Она все, иметь руки и расстояние. Да. Не маска, три вещи. Меньше общения стараться. Меньше ходить на улицу, меньше ресторан, меньше собрания, с друзьями. И все равно тоже по поводу этого вопроса можно узнать, когда откроют границу, если вы смотрите рейс, если нет рейса, значит еще невозможно приехать в Испанию. Нет, знаешь как, говорят, есть рейсы. Рейсы есть. Вот, например, Москва, Аликанте, есть рейсы. Да, ты можешь купить, но не за один пускают. день, даже за один день их откладывают. То есть ты заплатил за билеты, а тебе присылают на почту, говорят, отложено. Твои
эти деньги не возвращают. Поэтому, и тебе отложено. Это можете покупать билет сколько хотите, но прилететь вы не прилетите. Не сможете, потому что не позволяют туристам. И только если есть, скажем, резиденция. С резиденцией можно? Резиденции могут всегда, да. Это уже не туристы. Это не туристы, они могут возвращаться, да, если они застрялись там, они могут вернуться в Испанию, это да. Хоть пешком, если даже нет самолетов, ну каким-то там обходными путями, может быть, через Греции, всякие Амстердамы, но можно. Делайте резиденцию. А Марьяна в этом поможет. Ярослав Иванов спрашивает, можно ли белорусу получить политическое убежище в Испании? Ну, об этом мы уже говорили. Можно, да, но по статистике вряд получится. Это есть, по-моему, даже не 5%, чтобы это получится. Очень маленький процент. Откажут почти все. И я бы сказал, что политическое убежище даже больше, чем война или из Сирии или другие места, где есть реальная война, есть чуть-чуть больше шансов. Просто политическое убежище очень трудно показаться. Не хватает доказательства. Питаться можно, но шансы минимум, я уже предупреждаю. Но потом тоже, если будут претенденты такие, что люди бегут и одному, второму дадут, это получается вся Сирия сюда приедет. Ну, как бы не совсем выгодно этой стране, Испании, или любой другой стране. Да, тоже есть ограничения. Даже если дадут одного человека, у нас есть тоже квота в Испании, и в Бельгии, и все эти страны в Европе имеют ограничения по убежищу. Значит, не получится для всех, потому что они говорят, что нет места для всех. Я одно время работал в охране, и работал с парнем, а он какой-то сенегалец или такой вот оттуда, из Африки. И он говорит, он про себя рассказывает, говорит, я приехал и приехал по политическому убежищу оттуда, у меня все были доказательства, и я стал просить в Испании, Испания первая страна была, и я тут попросил, и мне дали, ему дали. Он говорит, а мои друзья сразу же поехали в Швейцарию. А в чем выгода политического убежища? То есть ты никогда без работы не останешься, тебе будут, то есть страна, которая тебе дает политическое убежище, она обязуется тебя содержать. Ты на улице не будешь. Они тебе должны либо предоставить какую-то работу, либо пособие платить. По крайней мере, сначала. Не всегда, не будет вся жизнь. Первые годы. Вот он мне так сказал. Говорит, а я дурак в Испании, надо было в Швейцарии, там совсем другие нормы. Есть другие нормы, да. Есть больше денег там, да, я тоже сомневаюсь, что они будут поддержать всю жизнь там в Швейцарии. В Германии так. В Германии либо ты работаешь, либо тебе пособие платят. Да, но не навсегда. Они просто помогают, там тебе, наверное, курсы дадут, чтобы ты устроился на работу. Они учатся. У них есть там системы лучше, наверное. Андрей. Добрый день, смотрю ваш канал, интересно. Меня зовут Андрей, я из Уфы. Занимаюсь профессионально ремонтом обуви. Уже 32 года. Какие у меня перспективы по работе в Аликанте? Есть мысли по переезду, интересно ваше мнение. Спасибо. Как раз провинция Аликанте специализирована по обуви. Тут мы продаем обувь не только в остальной провинции в Испании, тоже за границей. Значит, тут есть много заводов по этой сфере. Обувные фабрики. Тут в Эльче, да. Это самый центр, если не там Европы, но Испании точно. Это все, да. Туда приезжаешь, и там все много-много разных фабрик, в том числе очень известных. Я там был. Да, и марки там есть знаменитые, которые... Да, если у вас вы приедете, будете здесь легально жить, и вы как-то продемонстрируете, что вы умеете, 32 года, вы наверняка продемонстрируете что-то, он умеет сразу. Да, если он столько лет работает, наверное, он имеет какую-то специализацию, и надо смотреть, какие должности. И они хорошо зарабатывают, кстати. Мне кто-то говорил, что тот, кто специалисты, они там... Это трудная работа там, вы знаете сами. Да, с руками. Руками это игла, там, это машина. Но оплачивается. Во всяком случае, это лет 5 назад я с человеком разговаривал. Он мне рассказал, на фабрике платили очень хорошо. Да? А он жил в какой-то маленькой деревне, там где-то на Вельде, там эти вот. Да. И там он очень хорошо зарабатывал. Так что, возможно, вам сейчас самое главное это документы Я бы посмотрел получить. На сайтах тоже, какие специализации они ищут, и потом, послать свой резюме и анкету, Спасибо за ваши ответы. Очень приятно иметь дело с испанским адвокатом.
Как взять в ипотеку квартиру в условиях пандемии? Что-то поменялось вообще? Ничего не Пандемия, поменялось. Даже лучше, по-моему, условия сейчас банки предлагают. Да? Лучше? Нет? То же самое, как до пандемии, я бы сказал. И для иностранцев они требуют тоже, чтобы вы платили там большой взнос. часто, да, взнос, наверное, 40 или 50%, наверное, стоимость недвижимость, и потом остальное и дадут ипотеки при условии, у вас есть работа и доход, или вы должны это доказать. Если у вас есть, да, если нет дохода, как вы будете оплачивать остальное? Ну, я слышал, что сейчас вот дают ипотеки на более выгодных условиях. То есть люди не просят ипотеки. Да, интересы, наверное, ниже, Да, да. но их труднее выполнить. Да, ипотека не так просто. Раньше было проще, 7 лет тому назад. Ну, ты вообще, мне кажется, сейчас сравнивать 7 лет назад, даже год назад и сейчас, это мы в другой вообще мир живем. Тоже. Да. Процент минимальный по всем банкам. Но получить ипотеку, чтобы получить это минимально, это трудно. Кстати, а у кого вообще есть возможность, да, вот заплатить этот первый взнос, да, или там у кого работа есть, или там какой-то бизнес какой-то есть, то предложений намного больше сейчас. Вот я видел, что вот прям такие предложения, чуть ли не за 50 тысяч можно прям неплохую квартиру в небольших деревеньках купить, но за 50 тысяч, представьте, около 100 метров. Да. Вот я реально смотрели, мы с другом, Да, он хочет покупать. Не по берегу, но... Ну нет, не по берегу, да и зачем вам берег? Да. Получила отказ на ВНЖ без права на работу. Что я теперь должна делать? Девушка спрашивает. Если она получила отказ, есть два варианта. Это написано там в решении, в отказе. Там написано, и у нее есть 1 месяц, чтобы рассматривал тот же самый орган, который отказал. Это государственный орган, чтобы подать на апелляцию перед государственным органом. И второй вариант – это апелляцию перед судебным органом. И это есть 2 месяца, чтобы подать на вторую апелляцию. И зависит, что выгоднее, зависит. Это просто ошибка. Не хватает мало денег, и можно там дополнительно поставить деньги на счет или что-то минимальное. Я посоветую первую апелляцию потому что там быстро решится, в течение месяца или похоже решится. А если уже сложнее, надо нанять адвокат, лучше тогда вторую апелляцию, и это уже будет долго, будет минимум, наверное, полгода. Но это лучше с адвокатом. Да. А я хочу сказать, вот, кстати, мой личный опыт. Я когда первую свою резиденцию получал, мне пришел отказ. Вот я, представляете, я 4 года был нелегально. Ну, я про 3 года не знал, просто не знал я. Да, вот, к сожалению, не было канала «Кому что в Испании», и я не знал, что есть оседлость. Я 4 года, и вышла вот эта вот, легализация. В общем, Por arraigo. Нет, легализация. Вот, легализация для много людей. Да, это последняя легализация, которая была. Вот я под нее попал. Подал все документы, и мне пришел отказ. И у меня волосы дыбом встали, я не знал, что делать, как отказ. И я вот пошел, у меня были знакомые тоже юристы, они говорят, подай апелляцию, как ты говоришь. И я подал апелляцию, просто ничего не докладывал, никакие документы, просто подал апелляцию, и мне автоматически разрешили. Просто. Поэтому апелляцию надо обязательно подавать. Даже если вы не можете ничего добавить там к уже сказанному, да, обязательно, если есть возможность, скажем, с адвокатом проконсультироваться, да, лучше будет. Может быть, он вам что-то подскажет, какую-то строчку еще дописать. Но если нет возможности, все равно апелляцию всегда подавайте. Потому что, что вы теряете? Вы ничего не теряете. А если вы так вот расстроитесь, хвост поджали, уехали обратно, и все. Бороться. Да, правильно сказал. Здравствуйте, ищу недорогую квартиру. Как купить недвижимость у банка в 2020 году? Куда нужно обращаться? Вот банковскую квартиру недорогую как купить? Банковскую квартиру, есть эта компания, называется Sareb. Это можно найти сайт Sareb. Они имеют там недвижимость от разных банков. И тоже на других сайтах можно тоже, иногда тоже написано, мы продаем это от банка. И это... агентство, которое они прям специально... АИЯ, как-то АИЯ, что ли? Какая? АИЯ.
Не знаком. Ая. Ая. Это один из банков, который... Это вот агентство, которое продает тоже. И это агентство видел, они там за 15 тысяч продают. Это тоже можно найти на сайте, который я вам говорил. Сареб. Это Ая, Альтамира, Сольвия. Эти компании. Да. И да, ну сейчас я не бы сказал, цену отличается из это банковский или на обыкновенный рынок. Я бы сказал, похоже, не можно найти там выгодно. Я не бы сказал. Раньше да, но сейчас лучше обращаться в эти главные сайтов Идеалиста, Фотокаса, Миланунциос. Сареб, посмотреть Сареб, это банковский сайт, и спрашивать. Ну, к частникам лучше, да? Вот, то есть, если частный человек, не к агентствам, или и там вообще смотреть? Частный, конечно, лучше через частный человек, потому что обойдет комиссию. Комиссионная не надо, да, и он все-таки частник сам, если напрямую продажам подвинуться может. Да, даже есть сайт, который называется Entre Particulares, и это тоже продают только между частные люди тоже. Я не знал. Но, кстати говоря, вот под видео есть ссылка тоже, там есть вот на русском языке объявления. Ну, все эти сайты тоже. И тоже можно найти главные и знаменитые сайты Фотокаса, Идеалиста, тоже можно там решить, если хотите поиск делать только частных людей или... Да, фильтров. Да. Здравствуйте, можно ли получить визу, если я заплачу задаток за квартиру при онлайн-покупке? Вообще, я не очень понимаю, что значит онлайн-покупка. Но вот... Я думаю, он имеет в виду до покупки, до получения купчей от нотариуса в руках. Залог он, да? Залог какой-то, но не можно. Надо иметь справку от недвижимости, что ты уже... Это владелец. Что ты владелец, ты собственник, да. Ну, конечно. За задаток вам визу не дадут. Но, можно всегда там представить такой документ, но это не влияет, я бы сказал, очень мало шансов. Это большой возможно, это маленький. Но если вы собираетесь честно покупать, если вы не собираетесь юлить, там что-то обманывать, то просто завершите сделку, да? Дали задаток, купите квартиру, и уже когда будете владельцем недвижимости, будете уже как бы по этапам. Вы владелец недвижимости, уже подаете на эту визу Д. Да. Зачем на стадии задатка подавать? Не теряйте ничего. Если там есть деньги, которые вы уже дали кого-нибудь тут, и есть подтверждение, можно тоже там это включить, там, когда вы предоставите все документы на резиденцию. Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Покупаю квартиру в новостройке, но заметил дефекты отделки. Могу ли я предъявить претензии, чтобы застройщик их исправил? И как действовать, если они не захотят это исправлять? Обязательно надо там претензию им отправить. Письменную сначала, и чтобы они расписали, что о получении этой претензии, и там... как это? Бурофаксом. Бурофакс называется в Испании, бурофакс. И это вы можете им дать половина месяца, месяц, чтобы они исправили или ответили вам хотя. Если они это не делают, тогда придется нанять адвоката и подать на них иск в суд. Но в какие рамки? Есть там, зависит от какой дефект, там, структура, есть у них срок давности 10 лет. Например, если там не структура, и это... Если трещина, ты имеешь в виду? Я имею в виду, да. Или вообще прям большой такой дефект? Там большой дефект по структуру, там не держится здание правильно. Это большой дефект. Большие дефекты, они имеют 10 лет. И потом, если это меньше, маленький дефект, это уже будет 5. Я не понимаю, что значит имеет 10 лет, что это? Чтобы подать... в течение 10 лет, да, если это... Да, если ты ждешь больше, чем 10 лет, не примут... Но ты, может, и не узнал сначала, ты въехал, а потом только узнал, что... Окей, тогда зависит, там есть тонкости. Если ты не узнал, потому что это там внутри, под землей, тогда будет больше времени. Да. А если внешние дефекты, скажем, там, я не знаю, розетку на потолке сделали? Да, то это там... Да, конечно, можно всегда на него жаловаться, конечно. Если он не ответит, придется подать на него в суд, конечно. Это надо быстро, потому что зависит от дефекта, какой дефект. Это есть там год, 3, 5 лет или 10.
Понятно. Лучше к адвокату обращайтесь. Добрый день, спасибо за вашу информацию от испанских адвокатов. Скажите, могу ли я оформлять аутоному, покупать и продавать квартиры? Например, около 5 в год. И какие налоги в этом случае я должен буду платить? Спасибо. Ну, вот он не хочет, просто он платить налоги, я так понимаю, не хочет. Человек, нормальное желание, он хочет покупать в год 5 квартир и продавать. Да, вот покупать, не нужно стать автономным предпринимателем, чтобы это делать. Это возможно делать. Как частный человек. Как частный человек, и потом придется платить налог, который называется плюсвалия. После продажи каждого квартиры он будет платить как продавец плюсвалия. Называется. Это надо посчитать налог. Это плюсвалия, короче говоря, зависит от срока, сколько времени он имел как собственник. В течение года, сколько? Месяц, несколько месяцев. Несколько месяцев он будет минимально платить. Да, очень мало. Наверное, не больше, чем зависит, конечно, от сколько денег квартира это стоит. То есть Асьенда не скажет ему, что это вот у тебя твой бизнес, он этого боится, чтобы ему не пришли налоговые и сказали, это твой бизнес, ты на этом зарабатываешь деньги. Иностранцы имеют право тут инвестировать и продать дом, и покупать. И нет ограничений. Нет ограничений. Это не значит, что он работает. Он не может просто тут работать постоянно. За стол и за бизнес тут это не может. Просто инвестировать как бизнес, купля-продажа домов, это позволяет закон. Потому что я знаю многих, которые покупают в разрушенном состоянии, в плохом состоянии квартиру, нанимают бригаду, они делают ремонт, продают. Да. Опять следующие ищут какую-то в разрушенном, и так делают, и зарабатывают неплохо. Прибыль хороший, да. В год как раз вот и получится. Там, это много уже делают это. Не даем идеи тут, потому что уже... это не так все просто, конечно. Это звучит так все просто. Да. А еще надо найти квартиру, надо найти, которая выгодно, посчитать, сколько сделать ремонт и продать. А продать сейчас, попробуйте продать. Продать сейчас никто не покупает ничего, у людей денег-то нет. Аренду, в аренду сдавать люди, аренда сейчас даже повышается. Да, но не такие большие деньги, зависит от города, конечно, тоже. Да. И там надо следить, они могут там спортить, потом придется ремонт, не можно, они не уйдут, придется нанимать боксеров, веселение заниматься в суд, поэтому... Здравствуйте, можно ли получить визу через языковые курсы в Испании? Студенческая виза, получается, студент? Да, конечно, да. Да. Надо записаться, регистрироваться в школе и податься на студенческую визу. Надо, чтобы было там, не просто 1 час в день, а минимум 3-4 часа учеба каждый день, чтобы получить студенческую визу. Друзья, вот все вопросы на сегодня, на которые отвечал Марьяно. Большое спасибо, поблагодарим. Я думаю, он удовлетворил всех людей, которые задавали их. Обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить «Мне нравится» или «Мне не нравится», если вам не понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения об ответах на ваши вопросы. Делитесь этим видео. Всех обнимаем. Всем пока.